Всем привет! В прошлом видео я, можно сказать, нелицеприятно высказался про платину в GTA 3. Ну, обосрал, короче. Оценка всего 4 балла. Почему? Потому что игра легендарная, а получение трофеев в ней — это душный ад, убивающий все желание жить. Возможно, вы подумали, а что тогда, по-твоему, крутая платина? Чтобы ответить на этот вопрос, я разработал так называемую формулу престижа. Хватит оценивать игры на глаз, пора подключать математику. Я планировал показать формулу на примере своего профиля, но, к сожалению, у меня нет материала по большинству пройденных игр, а показывать вам трейлеры и геймплей от разрабов мне не хочется. Но так получилось, что я случайно нашел прекрасного кандидата, который покажет вам, как она работает. Ведь знаете, после тяжелых платин, гринда и сложных босс-файтов иногда хочется чего-то простого, душевного и пушистого. Я наконец-то добрался до Stray. Почему игра на 10 из 10 может получить низкий балл престижа и сколько на самом деле стоит эта платина в эквиваленте наших нервов? Разберем похождение рыжего кота. Но прежде чем мы начнем, расскажите мне в комментах, может хотите какую-то конкретную игру видеть в таких разборах? Может что-то посвежее с прошлого года, а может наоборот. Посмотрим на то, как сохранилась игра за 5, 10 или 15 прошедших лет. Не подумайте неправильно, у меня есть игры, которые я пройду и о которых я вам обязательно расскажу. Но послушать вас мне тоже очень хочется. Заранее всех благодарю, ну и погнали уже к игре. Не к этой. Начнем с главного. Как игра — это чистый восторг. Это не симулятор выживания, это симулятор наблюдателя. Ты маленький, мир огромный. Роботы грустные. А подушки до безобразия мягкие. Разработчики настолько поняли суть, что добавили трофей «Продуктивный день». Условия — поспать ровно 1 час реального времени. Я положил геймпад на стол, кот на экране свернулся клубком, и тут включился DualSense. Геймпад начал вибрировать в такт мурчанию. Ты просто сидишь, слушаешь этот звук, геймпад дрожит у тебя в руках, и ты получаешь какой-то запредельный уровень уюта. Только за одну эту фишку и атмосферу, мое мнение, безоговорочные 10 баллов. Но до этой подушки еще дожить надо. В списке трофеев есть 3 момента, которые могут напрячь. Первый — это трофей Скорокод. Нужно пройти игру быстрее, чем за 2 часа. Звучит страшно, да? Я тоже так думал. А по факту, я пролетел спидран за 1 час 30 минут. Запас времени там огромный, можно тупить, можно даже умирать, так что таймера не бойтесь. Вот настоящий ад — это трофей «Кота не догонишь». Нужно пройти самую первую погоню без единого укуса. И тут решает не скилл, а чистый и беспощадный рандом. Зурки прыгают максимально хаотично. В одной попытке у тебя все чисто, а в следующей тебя хватают в прыжке через полэкрана. Я потратил на эту минуту геймплея больше нервов, чем на некоторых боссов в Секира. Да знаю я, блядь, знаю! Ну и третий — это трофей «Пацифист» — пройти канализацию без убийств. Он тоже оказался не таким страшным. Главная фишка — достижение не запрещает вам умирать или ошибаться. Вас могут грызть, вы можете падать, да пофигу. Главное самому ни разу не нажать кнопку уничтожения зурков. Просто беги и терпи. В итоге только из-за рандомов в погоне сложность игры 3 балла. Достижение за смертью. И на том спасибо. А вот с духотой проблем нет. Да, собирашки есть, воспоминания, ноты, значки, но локации маленькие. Если что-то пропустили, переиграть главу можно за 5 минут. Фух, так, сделал. А, блин! Я, кажется, когти не поточил. Да, перезапускать надо, я когти не поточил. Пу-пу-пу. Пу-пу. Выйти.
Мой таймер показал, 6 часов мне хватило на первое вдумчивое прохождение со всеми секретами и плюс 1,5 часа на спидран. Итого примерно 8 часов на все про все. Это быстро и приятно. Духота, думаю, 2 балла. А теперь магия цифр. Считаем наш престиж. Мнение — твердая десятка. Шедевр с мурчанием. Сложность — 3 балла. Легко, но с рандомом. Комфорт — 8. Это почти не душно. Почти. Складываем базу. 10 плюс 3 плюс 8 у нас 21. И делим на 3 параметра. Соответственно, 7 баллов. Отличнейший результат. Это уровень крепкого хита. Но включаем коэффициент времени. Я потратил всего 8 часов. Это категория спринта. Менее 10 часов на все прохождение. Моя формула считает, что великая платина должна требовать времени, поэтому коэффициент будет понижающим — 0,9. Итого 7 делим на 0,9, получаем 6,3. Это идеальная платина выходного дня. Она не заставит вас страдать неделями, но подарит массу эмоций. Если у вас есть PS5, берите обязательно. Это тот случай, когда низкая сложность — это плюс, а не минус. Вот как-то так. Спасибо за просмотр, с вас лайк и подписка, а с меня контент. Приходите в комменты, обсудим эту и будущие платины. Всем пока-пока.